Здравствуйте, Скорпионы! Сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака. Расклад на неделю с 26 января по 1 февраля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие вам сегодня карты выпадут, что интересного произойдет у вас на этой неделе. Я напомню, что я расклад делаю на двух колодах. Первая колода у нас основная, вторая дополнительная для уточнений и разъяснений. На каждый день недели я достану, скорпиончики, по одной карте. Соответственно, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем, по одной карте из каждой колоды, и мы посмотрим на те сочетания карт, которые у вас выпадут. Пока я перетасовываю вторую колоду, я напоминаю, что вы можете оставить комментарии, можете оставить свои отзывы, лайки, если будет угодно. Можете также подписаться, если вы еще не подписаны на мой YouTube канал. Я буду очень и очень признательна вам за такое действие, за такую активность с вашей стороны. Итак, давайте посмотрим, что же вас ожидает в этот отрезок времени с 26 января по 1 февраля, соответственно, скорпионы. Итак, начнем мы с понедельника. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта у вас десятка жезлов. У кого-то из скорпионов понедельник день тяжелый, то есть тяжелое начало недели, когда вы на себя взваливаете много задач, много забот каких-то, возможно, каких-то дел, где вы тянете работу за себя и за того парня, да, то есть как будто выполняете двойную нагрузку. Возможно, в этот день решительно настроены, чтобы выполнить какие-то свои рабочие задачи, ну вот можете себя, правда, здесь перегрузить физически или перегрузить себя даже просто, ну не знаю, ну психологически тоже устать от работы, то есть обуза, которую вы на себе тянете. Карта десятка жезлов. Давайте посмотрим еще, что здесь есть у вас по десятке жезлов, скорпионы. Тут же карта звезда. У вас есть желание завершить какое-то дело начатое, желание здесь сбросить с себя какую-то обузу или какой-то серьезный груз, может быть, рабочую задачу выполнить, возможно, сдать какие-то там, не знаю, какие-то отчеты вовремя, потому что вот вы ставите себе цель, что вот вам нужно, да, эту задачу доделать вот там до такого-то числа, у вас есть какой-то свой дедлайн. Вот она, вы себе цель поставили, и вас вдохновляет вот эта вот цель финальная, да, соответственно, ради чего вы, собственно, это все делаете. То есть вы здесь надеетесь наконец-то какую-то работу завершить. Карта звезда также здесь говорит про общение со знаком Водолей. Возможно, здесь какая-то ситуация недопонимания, недоверия или сложностей в общении с человеком знака Водолей. Да, когда есть какая-то скрытность или какая-то ситуация, где вы друг друга не хотите услышать просто. Возможно, так. Карта звезда. Так, дальше карта шестерка кубков. Карта общение с кем-то, кто вам знаком из вашего прошлого. Может быть, с кем-то из старых приятелей, друзей, или какая-то ситуация, где вы, не знаю, общаетесь с кем-то из ваших близких, кого давно не видели. Или здесь есть возможность поехать в родительский дом, встретиться с родственниками. То есть как будто вернуться куда-то, где вы были раньше, может быть, ребенком. Или у вас есть какая-то серьезная ностальгия касаемо этих людей или этих мест. Потому что вот шестерка кубков — это как возвращение к истокам, возвращение к чему-то прошлому. И вот шестерка кубков, также она еще в целом говорит про уют и про ваше желание здесь сохранять уют, желание окружать себя таким уютом и семейным очагом, возможно. Шестерка кубков может говорить про то, что вы на какие-то юбилеи, праздники попадаете, где у вас есть опять-таки шанс встретиться с людьми, которых давно не видели, тоже как будто с ними пообщаться. Карта шестерка кубков. Тут же карта дьявола, карта
Козерога, может быть общение с Козерогом, может быть ситуация, где вас тянет назад какие-то прошлые воспоминания, которые вы не можете отпустить, возможно, что-то, что имело связь с прошлым, пытается на вас как-то воздействовать, манипулировать вами, потому что дьявол, он такой манипулятор. Здесь даже может быть ситуация, где вы в общении там со своими детьми, допустим, или своими родственниками, кто здесь у вас, или какими-то приятелями для вас близкими, можете почувствовать здесь какую-то манипуляцию или давление со стороны другого человека. Возможно, вам это и не совсем понравится. Да? Также вы можете здесь, знаете, как хотеть вернуться к чему-то, что было ранее, что вызывает у вас сильную привязанность. То есть это связь, сильная связь с прошлым или сильное желание вернуться куда-то, где вы были ранее. Прям сильное страстное желание, потому что дьявол — это прям вот сильно хочу, да, сильно желаю получить то, что связывает вас с прошлым. Дальше карта девятка жезлов, карта человека, который хочет завершить какую-то работу начатую, выполнить какую-то задачу начатую рабочую. При этом, может быть, здесь не так все легко это дается в среду, и может быть достаточно тяжело, и вы устали, и измотаны, и нет уже ощущения вот этого легкости какой-то, да, от той работы, которая выполняется вами. То есть здесь как будто усталости. По шестерке мечей могут быть еще и какие-то рабочие командировки для вас. И также по девятке жезлов здесь шестерка мечей. Может быть ситуация, где вы пытаетесь найти способ каким-то образом завершить тяжелую работу, ищите шансы, способы, возможности это сделать, которые вам помогли бы, да, наконец-то завершить какую-то задачу, которую вы перед собой поставили, потому что уже невыносимо тяжело. Здесь какой-то шанс появляется на удачу, возможность удачная, чтобы это сделать. Может быть, вы куда-то даже едете, опять-таки, для того, чтобы этот вопрос решить. Здесь по девятке жезлов вы можете себя в какой-то степени ограждать от, как вам кажется, каких-то проблем или каких-то людей, которые вам могут быть не совсем приятны. И по шестерке мечей вот это будет вашим хорошим решением, что ли, не знаю, то есть каким-то разумным решением, которое будет способствовать вашему успеху. И двойка жезлов тоже, знаете, как интерес разобраться в каком-то вопросе для вас, интересующем вас, может быть, у людей, которые окружают вас, какие-то события вас интересуют. Но вот двойка жезлов — это про любопытство, которое вы пытаетесь удовлетворить, про интерес, который вы пытаетесь здесь каким-то образом подпитать. И также здесь двойка жезлов — это как планирование будущего. То есть думаете о будущем, думаете, что вы будете делать, какое решение примете, да, потому что двойка — это всегда два варианта. То есть вы рассматриваете какие-то варианты, касающиеся вашего будущего, будущей перспективы, возможно, по тройке пентаклей, какой-то перспективы будущего сотрудничества с другими людьми, может быть, какой-то поездки, которая приблизит вас к родственникам по тройке пентаклей. Здесь семья изображена. То есть, возможно, или вы интересуетесь чем-то, что происходит там в вашей семье, у ваших близких тоже. И, может быть, ваше решение здесь должно быть принято касаемо этих людей каким-то образом. А также вы здесь можете интересоваться возможностью, допустим, заняться какой-то интересной для вас работой, тоже сделать важный шаг в том, чтобы начать какое-то дело, какую-то работу, какую-то занятость свою, соответственно. Дальше карта повешенной, карта тупика, может быть, какой-то остановки или паузы, которая у вас происходит в пятницу. Также возможности посмотреть на вещи по-другому, под другим углом. И вместе с пажом пентаклей вы здесь можете при какой-то возможности, которая вам дается, почему-то можете остановиться, сделать паузу и, возможно, ее упустить, эту возможность, хотя вы, скорее всего, здесь сможете по-другому посмотреть на какое-то предложение или по-другому посмотреть на какой-то шанс, который вам дается по этому пажу. Вы можете изучить какой-то вопрос совершенно под другим углом зрения, пересмотреть свое отношение к чему-то и как будто что-то новое для себя понять, что-то изучить для себя новое. Вы можете здесь, находясь в таком состоянии, да, перевернутом, по-другому видя ситуацию, начать действовать совсем по-другому. И можете наконец-то на какие-то возможности, которые вы раньше не обращали внимания, наконец-то обратить на них внимание, как раз потому, что вы по-другому теперь относитесь к вещам. Может быть, к какому-то земному знаку зодиака, то есть
Девы, Тельцы или Козероги. Здесь меняется отношение. Дальше идет туз пентаклей. Вот этот туз, соответственно, да, пентаклей, какое-то успешное начинание для вас или ощущение независимости, ощущение каких-то важных достижений, может быть, финансовых для вас, которые у вас есть. В целом чувство, что вы процветаете, вы здесь чувствуете себя достаточно неплохо по тузу пентаклей, чувствуете, что вы управляете своей жизнью, еще и карта Солнца здесь тоже, да. То есть много счастья, много процветания, много радости на выходные дни, много здесь довольство собой и вот этого финансового благополучия, которое дает туз пентаклей для вас. Карта Солнца, но еще может акцент делать на человека знака Лев. Общение с человеком знака Лев тоже здесь какое-то важное для вас, но опять-таки радостное, позитивное. Но я думаю, что Солнце здесь выпадает в основном как признак радости и счастья. Да? И опять-таки процветание, финансового процветания как такового. И дальше тоже карта Солнца идет. 2 раза она у вас повторяется, и на воскресенье тоже выпадает Солнце. То есть вы четко и ясно видите происходящие события, вы готовы здесь по карте Шут быть легкими, открытыми в выходные дни, вы интересуетесь какими-то новыми здесь вещами, соответственно, для вас. Вы здесь можете куда-то ездить, если это нужно, в воскресенье по карте Шут, и это приносит вам тоже радость, очень много позитивных эмоций, скорее всего. И вы очень легкие на подъем, очень легко вам, собственно, да, даются здесь какие-то радостные эмоции, которые к вам приходят по Солнцу. Ну, достаточно хорошие карты здесь у вас, скорпиончики. Итак, на этом сегодня я с вами прощаюсь. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого.